Это кадры из города Шуя. ВСУ вновь ударили по бригаде, стрелявшей по Сумам. В Курске горел завод Минобороны, а Лолиту отменяют Z-патриоты. Всем привет, это новости «Воздух» на Ходорковский лайв. Подписывайтесь, ставьте лайки. Начинаем. ВСУ второй раз за сутки ударили по городу Шуя в Ивановской области. После налета беспилотников там начался пожар. Местные жители утверждают, что горит военная часть, где расположена 112-я гвардейская ракетная бригада. Вон горит часть. Телеграм-канал «Астра» геолоцировал эти кадры. Съемка действительно сделана прямо за войсковой частью и в 180 метрах от военного городка бригады. Предварительно прилеты пришлись по ангарам, где хранятся ракеты «Искандер». Украинская разведка обвиняет 112-ю бригаду в ударе по Сумам 13 апреля. Он был нанесен именно «Искандерами». Тогда погибло 35 человек, больше 100 пострадали. Утром 16 апреля ВСУ также атаковали место дислокации бригады дронами «Лютый». В Курске минувшим вечером загорелся подшипниковый завод. Об этом сообщил в РИО губернатора Курской области Александр Хинштейн. Я процитирую. По предварительной информации, пожар начался внутри цеха по изготовлению резинотехнической продукции. Сотрудники пытались потушить его своими силами, но сделать этого не удалось. Конец цитаты. Огонь распространился на площадь 17 тысяч квадратных метров. Дым было видно даже в Белгородской области. К тушению пожара было привлечено 100 спасателей и 30 единиц техники. В МЧС сообщили, что борьбу с огнем осложняли высокая пожарная нагрузка и особенности конструкции здания. АПЗ-20 производит, среди прочего, подшипники для Минобороны. К полуночи в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения. Пожар тушили 7 часов, пострадавших нет. В здании цеха частично обрушились конструкции. Тем временем Мещанский суд Москвы арестовал экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова на 2 месяца. Его обвиняют в мошенничестве на 1 миллиард рублей при строительстве защитных сооружений на границе с Украиной. Смирнов вину не признает, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Также арестован его подчиненный Алексей Дедов. Стоит отметить, что на момент совершения вменяемого ему преступления Смирнов был заместителем губернатора, а позже был избран главой региона с результатом 65% голосов. Напомню, в августе прошлого года в Курскую область вторглись ВСУ и до сих пор удерживают часть захваченной там территории. Дональд Трамп отказал Украине в поставках оружия даже за деньги. Как пишет издание «Бильд», он отклонил сделку на 50 миллиардов долларов и заявил, что в принципе не намерен помогать Киеву. Успешные переговоры с Путиным для него сейчас важнее, чем выгода от продажи вооружений. При этом агентство Рейтер со ссылкой на вице-премьера Украины Юлию Свириденко утверждает, что Вашингтон и Киев достигли значительного прогресса на пути к заключению сделки о полезных ископаемых. В то же время Трамп продолжает давить и на Москву. Он продлил еще на год введенный Джо Байденом запрет на прием в американских портах судов, связанных с Россией. В документе, размещенном в Федеральном реестре США, говорится, я цитирую, «Политика и действия правительства РФ продолжают создавать для Вашингтона чрезвычайную ситуацию национального масштаба ввиду причинения ущерба международным отношениям США или создания такой угрозы». Конец цитаты. До запланированного Трампом пасхального перемирия осталось всего 3 дня, однако предпосылок к прекращению огня пока нет. Вечером 16 апреля российские шахеды атаковали центр Днепра. Горят машины. Минус окно. Сходу. В городе произошло более 10 взрывов. После атаки начались пожары, в том числе горели автомобили, на улицах битые стекла. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, погибли 3 человека, в том числе ребенок. Мэр города Борис Филатов утром написал, что пострадали 28 человек, из них 4 дети. Повреждены минимум 15 зданий, в частности студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия. Владимир Путин же вновь озабочен покорением космоса. Накануне вечером он провел в МГУ имени Баумана совещание на тему развития космической программы. Путин объявил ее флагманом национального развития и экономики страны в ближайшие годы. К 2030-му он поручил сформировать индустрию космических средств связи и развить космическую ядерную энергетику. Также Путин заявил, что у России и Китая грандиозные планы по сотрудничеству в космосе и потребовал уделить особое внимание фундаментальным исследованиям дальнего космоса. Видимо, не дают покоя лавры Маска. Впрочем, глава Курчатовского института Михаил Ковальчук считает, что пока это утопия. Дальний космос, вот эти, я думаю, байки этого самого Маска,
Я вот с Кириллом говорил, с Дмитрием, сейчас я не буду вдаваться. Значит, это как бы лозунг, это важное дело, но на жидкостной ракете вы никуда не улетите. При этом, правда, Ковальчук верит в возможность создания этнического и генетического оружия, в то время как ученый считает такую идею лженаучной. Визит Путина в Бауманку парализовал часть Москвы. Ради него перекрыли улицы в Басманном районе. В городе образовались километровые пробки. Через каждые 200 метров дежурили полицейские. При этом аренда самокатов оказалась невозможной из-за наплыва пользователей. Местные жители сообщили телеграм-каналу «Осторожно, Москва», что их не пускали к собственным домам и офисам. В Москве продолжаются облавы на призывников. Людей ловят чаще всего в метро. Так, прямо в вагоне на станции Савеловская силовики задержали 21-летнего мужчину. У него психическое расстройство. Им прямо сейчас должен проходить лечение в стационаре. Молодого человека привезли в отдел полиции, откуда он смог позвонить родным. Силовики не показали ему документов, заявив при задержании, что у них разнарядка. В отделе у мужчины произошло 2 приступа. После этого родителям не дали его забрать. Увезли на пункт призыва, где ему не дали лекарства и избили. Он находится там 2-е сутки и уже прошел медкомиссию и получил категорию «Б». Его родные говорят, что у пункта призыва видели много родителей задержанных, в том числе с решениями суда, по которым их детей должны отпустить. На одной из станций метро Москвы накануне задержали первокурсника с астмой. Он тоже находится на призывном пункте, связи с ним нет. Ранее молодой человек судился с призывной комиссией, которая ставила ему категорию годности, подходящую для призыва. Также в призывной пункт Москвы привезли мужчину в наручниках. Еще одному парню стало плохо, ему вызывали скорую помощь. Правозащитники объясняют, что сейчас тактика силовиков – отслеживать подходящих под призыв по камерам, забирать со станции или из вагонов, задерживать из-за того, что при себе нет документов. Всех уводят в комнаты полиции или увозят в отделы, а затем на призывной пункт. Метро сейчас самое опасное для призывников место. В организации «Идите лесом» говорят, что тем, кто получал решение о призыве даже год назад, стоит вообще избегать подземки и на время покинуть город. Задержания касаются и тех, кто встал на учет по призыву за пределами Москвы. В этом случае нужно носить с собой военный билет. В Ижевске отменили концерт Лолиты Милявской. Как сообщает издание «Русньюз», на певицу написали донос Z-активисты. На концерт в ДК «Аксион» была куплена половина билетов. Однако сейчас анонс мероприятия пропал со всех билетных агрегаторов. Его отмену подтвердила и администрация ДК. Давление на местные власти и руководство концертной площадки оказали активисты из Совета отцов Удмуртии, Русской общины и Союза добровольцев Донбасса. В частности, представители Русской общины написали в группе ВКонтакте: «Мы серьезно считаем, что проведение подобных концертов в то время, когда наша страна помимо военных действий ведет бой с идеологией потребления западного мира, является духовным пиром во время чумы». Интересно, совпадут ли мнения организаторов концерта и владельцев концертной площадки с мнением жителей города и бойцов с фронта? Конец цитаты. Комментаторы назвали отмену концерта справедливостью и нравственной победой. Очевидно, Z-патриоты никак не могут простить Лолите участие в нашумевшей голой вечеринке. При этом в Донбасс с покаянным концертом певица не съездила. Лондонский «Арсенал» обыграл в гостях «Реал Мадрид» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Матч закончился со счетом 2-1 в пользу англичан. При этом «Реал» – действующий обладатель Кубка турнира. Очевидно, в этом году трофей испанцам не достанется. «Арсенал» теперь встретится с французским клубом «Пари Сен-Жермен», а итальянский «Интер» сыграет с «Барселоной». А в турнире пути российской премьер-лиги определился финалист – это ЦСКА. Московское «Динамо» не смогло обыграть армейцев в полуфинале. Матч завершился с 0-0 ничьей. Теперь ЦСКА сразится за Кубок России с петербургским «Зенитом», а «Динамо» встретится со «Спартаком» во втором этапе полуфинала «Пути регионов». Умер актер дубляжа Владимир Герасимов. Ему было 74 года. Голосом Герасимова долгое время говорили в России Брюс Уиллис и Джон Траволта. Также он озвучивал дядю Стэна в мультфильме «Гравити Фолз», Тириона Ланнистера в «Игре престолов» и сержанта Хартмана в цельнометаллической оболочке. Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь на нашем канале, смотрите другие видео, подписывайтесь, ставьте лайки, а также подписывайтесь на телеграм-канал Ходорковский Лайв. Мы дублируем там весь контент, в том числе в аудиоформате. И главное, берегите себя.